Красивые, всем привет! С вами я, Алина Галин, и вы на моем YouTube-канале Trend Division. И сегодня мы поговорим с вами про одну из очень важных и базовых тем. Это про то, как найти свой стиль в одежде. Перед тем, как начать, обязательно проверьте, что вы точно подписаны на этот канал и не пропустите другие модные и полезные советы. Перед тем, как начать, нам очень важно проговорить про то, а что же такое стиль. Стиль– это выражение вашего характера и образа жизни через вещи, одежду, аксессуары и обувь. Это очень важно понимать, потому что некоторые люди путают стиль и моду, и выражение себя, и для кого-то это все разное, для кого-то это все одинаковое, поэтому очень важно понимать, что стиль, еще раз, это выражение вашего характера и вашего образа жизни через одежду. И пункт номер один– это понять, а в чем для вас вообще суть одежды, какую цель имеет одежда, которую вы на себе носите, либо же будете носить, когда приобретете свой стиль и точно в нем утвердитесь. Потому что одежда, по факту, это способ достижения определенных целей. Вам нужно ответить себе на вопрос, зачем я ношу эту одежду, какую цель она помогает мне достичь. Например, вы хотите, чтобы ваша одежда, ваш образ в целом выражали ваш характер, может быть, вы супер яркая, может быть, частично агрессивная, либо же, например, мягкая, сексуальная, еще любые другие описания, которые возможны. Либо же, может быть, наоборот, вы хотите казаться каким-то определенным человеком, которым вы хотели бы стать, но на текущий момент не являетесь. Давайте посмотрим здесь на примеры. Например, если сейчас вы работаете в какой-то компании менеджером, но вы хотите достичь нового уровня, стать звеном именно топ-менеджмента, то вы вполне вероятно можете одеваться и вести себя как именно уже топ-менеджер, а не обычный менеджер. И как раз-таки одежда здесь будет помогать вам самим формировать вот этот образ среди людей, и даже сами на себя вы будете влиять таким образом, что вам уже будет казаться, вы уже будете считать, что вы являетесь топ-менеджером, что тоже, конечно же, влияет на достижение ваших целей. Именно то, как вы себя ощущаете, и то, как относятся к вам другие. Также вам важно ответить еще на один вопрос в рамках первого пункта. Это как вы хотите, чтобы окружающие, чтобы другие люди вас воспринимали. Соответственно, ответ на этот вопрос поможет также вам приблизиться к вашему собственному стилю. Как вы хотите, чтобы вы выглядели для окружающих? Чтобы вы были яркой, значимой, интересной, чтобы вы шли и все прохожие оборачивались на вас. Естественно, это будет один стиль поведения и составления гардероба. Если вы хотите казаться более элегантной, более статусной, более престижной, то, соответственно, это другой формат составления гардероба. Второй пункт– это описать себя, свой внутренний мир, свой характер, используя прилагательные. Например, можно описать себя такими прилагательными, важно, чтобы они были не размытые, а более-менее четкие. Например, строгая, деловая, классическая, прямая, демократичная и так далее. Это, соответственно, создает один определенный образ. Я думаю, возможно, даже когда я перечисляла эти прилагательные, у вас в голове возникали какие-то картинки о том, а как выглядит тот или иной человек. Либо, может быть, например, противовес– это яркая, бунтарка, агрессивная и так далее. Да? Создается определенно другой противоположный образ человека. Поэтому вам важно сделать такое задание обязательно. То есть все, что я проговариваю для вас, это как задание, если вы на самом деле хотите определить свой стиль. Но я надеюсь, что это правда так, потому что не зря вы заглянули на мой канал и смотрите это видео. Вам нужно будет обязательно выписать прилагательные. Прилагательные могут быть разные. Это не обозначает, что я могу описать себя только, что я деловая, строгая, классическая, прямая и так далее. Это значит, что я могу быть сегодня, например, в таком настроении, завтра я могу быть какой-то легкой, воздушной, интригующей и так далее. То есть мы, как люди, непостоянные, и это нормально, у нас меняется настроение, может даже не от дня ко дню, а еще и чаще. Поэтому здесь очень важно, чтобы вы описывали максимальное количество слов прилагательных, которыми вы можете себя описать на ежедневной основе. Но, естественно, например, некоторые люди не могут описать себя, что я яркая, что я бунтарка и так далее, потому что это просто не в их стиле, не в их характере, поэтому такие прилагательные люди не будут использовать. То же самое ровно и у вас. Какие-то прилагательные вы точно не станете использовать для описания себя и своего характера.
Также здесь поможет нам еще такой вопрос, на который вам тоже нужно будет ответить. Это как я хочу ощущать себя в этой одежде. Здесь тоже вам важно понимать, я хочу, чтобы мне было в ней комфортно, я хочу, чтобы на меня смотрели другие, я хочу, чтобы мне нравилось и так далее. То есть, если, например, мы говорим про комфорт, то вполне вероятно, что если вы выбираете комфорт, то здесь вы не наденете какие-нибудь леггинсы, сделанные из эко-кожи, которые очень сложно на себя надеть, в них сложно ходить и так далее. Да, бывают разные типажи, но в любом случае. Поэтому это значит, что когда вы описываете, что для вас важно, чтобы одежда дарила вам комфорт, например, то это значит, что огромную часть одежды, аксессуаров мы точно уже будем с вами отметать. Также я уже проговорила, что одежда – это один из способов достижения определенных целей, поэтому здесь вам нужно будет ответить на вопрос, а каких целей я хочу достичь с помощью этой одежды. Может быть, я хочу понравиться окружающим, может быть, например, когда вы пойдете на какой-то званый ужин, вы хотите выглядеть более статусно, более красиво, чтобы можно было познакомиться, возможно, с инвесторами, с какими-то потенциальными партнерами для компании, если это какой-то рабочий ужин и так далее. То есть ваша одежда помогает вам на самом деле достичь тех целей, которые вы перед собой ставите. Также, когда мы еще говорим про характер, вообще в целом, на самом деле, я придерживаюсь того, что наша одежда является выражением внутреннего, то есть мы внутреннее выражаем через внешнее. Наш характер, наш внутренний мир мы выражаем через одежду, через макияж, через вот эти все сочетания, через принты и так далее. Вот эти вот все детали, которые как раз-таки касаются стилистики. Поэтому здесь важно проговорить про то, что в целом в стилистике существуют определенные типажи людей. И самые яркие базовые из них это, например, драматик, романтик, инфантил и озорник. То есть здесь вы тоже можете почитать в интернете, ознакомиться с тем, как выглядит определенный человек, как выглядит тот или иной стиль, и понимать, ага, если мы, например, говорим про драматика, то здесь мы говорим про то, что они любят более темные тона, черный, кожу, какие-то металлические элементы, возможно, там булавки, что-то еще такое, все более драматичное, да, туда же, кстати, попадает и леопард, например, но там нужно будет смотреть по оттенкам, но в любом случае здесь мы понимаем, что это здесь более яркий драматик. Если вы смотрите на драматик, на описание этого стиля, если вы смотрите на то, как одеваются яркие драматики, то вы можете для себя посмотреть, ага, так вот мне тоже нравится такой стиль, мне тоже нравится одеваться более темное, мне нравятся какие-то более строгие линии, вот эти вот металлические разные бляшки, что-то там еще, да, и так далее. Либо, например, вы можете посмотреть на романтика, то здесь, например, у романтиков, думаю, вы сами можете догадаться, что превалирует, это какие-то воздушные легкие ткани, это цветочные принты, да, возможно, принты с какими-то птицами и так далее, это рюши, воланы, более светлые тона и оттенки, какая-то милота, прям девочка-девочка. И, например, когда вы смотрите на такие образы, то вы можете подумать про себя, ой, да, вот это прям классно, я бы тоже очень хотела так одеваться, потому что это соответствует моему внутреннему миру. И, соответственно, это тоже поможет вам определить, а к чему вы больше склоняетесь. И здесь тоже важно понимать, как я и проговорила про вот эти прилагательные, которыми мы себя описываем, что мы не можем быть, например, стопроцентными драматиками, ну, как правило. У нас в любом случае есть какая-то смесь. Сегодня, например, я более драматичная, а завтра, например, утром у меня будет более какое-то такое радужное, интересное настроение, я буду, возможно, больше озорником и так далее. Иногда вообще происходит микс, потому что практически ничего в чистом виде не существует. Поэтому мы миксуем. Можно смиксовать, например, инфантила и озорника, либо романтика и озорника и так далее. Поэтому давайте еще раз зафиксируем, что нам нужно будет сделать во втором пункте. Вам нужно будет описать себя прилагательными, как вы ощущаете себя. Вам нужно будет решить, а какие цели должна закрыть одежда, которую вы носите, ваш внешний вид. И также я вам очень еще рекомендую посмотреть, какой характерный тип ваш, к какому характерному типу больше вы относитесь, на каком стыке находитесь, какие смеси у вас могут быть, а какой, например, точно не ваш, вообще точно никак. И также, чтобы практиковаться, вы можете сделать сейчас небольшое упражнение, можете поставить видео на паузу, когда я расскажу задание, буквально займет у вас пару минут. Вы можете посмотреть на меня сегодня, как я выгляжу, как я накрашена, какой аксессуар я использую, какая на мне блузка, с каким принтом, как у меня уложены волосы, в целом, какой образ это создает, и вы можете написать в комментариях, какими прилагательными, как вы думаете, я бы описала себя. И посмотрим, насколько мы с вами совпадаем. Также вы можете попрактиковаться и в том, чтобы подобрать характерный стиль, мой именно сегодня. Кто я сегодня? Драматик? Может быть, романтик? Или инфантил? Или озорник? Подумайте, посмотрите и напишите в комментариях ваши варианты.
Двигаемся к следующему пункту. Пункт номер 3. Это нам обязательно важно разобраться не только в себе внутреннем, то, что мы с вами уже проговорили, но и в себе внешнем. Что это значит? Нам важно разобраться в своем типе фигуры, в своем типе лица и в целом своей внешности. То есть нам важно здесь понимать, самое-самое базовое, это какой у вас тип фигуры. Наверняка вы слышали, что существуют разные типы фигуры. Это, например, может быть песочные часы, это может быть треугольник, перевернутый треугольник и так далее. Поэтому здесь вам тоже важно будет понять, а к какому типу фигуры я отношусь. Также здесь бы я вам еще рекомендовала определить свой тип лица, потому что также это влияет на то, какие вырезы вам лучше, например, использовать, если мы говорим про верха, какие, может быть, даже серьги вам нужно носить, и даже стрижка тоже на самом деле в большей степени зависит именно от того, а какой у вас тип лица. Также здесь важно уделить внимание еще и росту, а не только вашему типу фигуры, потому что от того, какой у вас рост и какие цели вы перед одеждой ставите, вы будете составлять разные наряды. Например, если вы небольшого роста и хотите, чтобы ваши ноги казались более длинными и более стройными, то, соответственно, это будет один вариант. Например, завышенные джинсы, да, с высокой посадкой, например, кроп-топы и так далее. То, что будет визуально удлинять ваши ноги. Но если, например, вы, наоборот, достаточно высокая девушка и, наоборот, хотите, чтобы у вас соотношение ног и туловища было примерно одинаковым, то это будет совсем другой вариант оформления и составления вашего стиля. Например, когда я работаю со своими клиентами, то мы обязательно, то есть вот все, что мы с вами сейчас проговариваем, это обязательная база, которую мы делаем с нашими клиентами. И важно, что мы должны определить правильно тип фигуры для того, чтобы понять, где что нужно скрыть, где что нужно подчеркнуть и так далее. Да? То есть, например, если у вас фигура перевернутый треугольник, это значит, что у вас достаточно широкие плечи, но более узкие бедра, то здесь мы не рекомендуем носить жакеты с подплечниками, потому что плечи будут казаться еще массивнее, более крупными, если, конечно, это не является целью человека сделать более гротескное восприятие своих, например, плечей. Поэтому здесь тоже важно определять, какая у вас фигура, какой тип, какой у вас рост и так далее, чтобы можно было более красиво сочетать вещи, и чтобы это все подходило именно на вашу фигуру, чтобы вы могли подчеркнуть все ваши преимущества вашей фигуры и немножечко убрать акцент с ваших недостатков, если, конечно же, они имеются. Следующий, 4-й пункт – это ваш образ жизни. Также, когда мы работаем с клиентами, немножечко завесу приподниму, я составляю лично диаграммы наших клиентов, то есть то, как у них выглядит гардероб на текущий момент, то есть что внутри у нас есть. Например, большая часть у человека там джинсы, какие-нибудь брюки повседневные и майки, топы, футболки и так далее. Да? Большая часть, например, гардероба занимает именно такие вещи. Немножечко какой-то спортивной одежды, немножечко там 10% деловой одежды и еще что-то вот там по мелочи. Но при этом, когда мы смотрим на образ жизни человека, например, то мы смотрим, ага, 60% времени у этой девушки занимает, например, работа в офисе, а в офисе у нее, например, дресс-код. Это значит, что ей больше нужен официально деловой стиль. И это абсолютно не то, что превалирует в ее гардеробе. Поэтому здесь важно, чтобы вот эти две диаграммы совпадали между собой, по крайней мере, максимально. Потому что иначе, когда мы открываем гардероб, и такое, я думаю, что было у каждой, наверное, второй девушки, мы открываем гардероб, смотрим, ага, так мне, в общем-то, нечего надеть. И на самом деле это может быть правда, потому что вы открываете гардероб и смотрите, ага, мне нужно идти в офис, но при этом у меня здесь джинсы, это я не могу надеть, здесь у меня какая-нибудь рваная футболка, специально рваная, но я тоже ее не могу надеть, потому что меня в этом просто не пустят. Ага, тут суперудобные кроссовки, но мне нужно быть в туфлях-лодочках и так далее. И, соответственно, нам реально, получается, нечего надеть. Поэтому здесь очень важно, чтобы вот эти два круга, вот эти две диаграммы между собой максимально совпадали. По крайней мере, по вот этому большему куску, что у вас занимает больше всего времени. То есть, если, например, вы мамочка с небольшим ребенком, то важно, чтобы ваша одежда была максимально комфортная. Например, вместо каких-нибудь тугих джинс, которые иногда делаются без эластана, что вы в них не можете спокойно даже присесть, вам нужно, например, больше какие-нибудь брюки спортивного кроя, которые будут хорошо тянуться, потому что вам будет достаточно сложно в джинсах без эластана, либо в короткой мини-юбке присесть, например, в песочнице для того, чтобы помочь своему ребенку слепить какую-нибудь фигурку. Поэтому здесь очень важно, чтобы вот этот как минимум больше самый кусок, что у вас занимает больше всего времени, на чем строится ваш образ жизни, чтобы он совпадал с тем гардеробом, который у вас есть на текущий момент. Это тоже очень важная отправная точка. И не так сложно, на самом деле, самостоятельно это проанализировать. Поэтому, пожалуйста, когда досмотрите это видео, вот вам еще одно задание, сделайте такую небольшую диаграммку, посмотрите, а что у вас занимает больше всего времени и какой одежды у вас больше всего есть. Подходит ли она под тот стиль жизни, который вы ведете
идете на текущий момент. Итак, следующий пункт, пятый, экватор. Мы с вами должны обязательно составить базовый гардероб. Базовые гардеробы на самом деле существуют сезонные, то есть есть летний базовый гардероб, есть осенний, он с весенним очень похож, есть зимний базовый гардероб, да, потому что они в любом случае отличаются по некоторым вещам. Это важно понимать, что, например, летом нам там какое-то супер теплое пальто или пуховик, и зимнего базового гардероба точно не понадобится. Поэтому здесь очень важно посмотреть, что у вас есть базовый гардероб, подходящий под ваш стиль жизни. Почему я говорю, именно нужно создать ваш личный базовый гардероб? Да, у нас есть универсальный базовый гардероб, и я про него уже рассказывала, кстати, вот в этом видео. Но в любом случае иногда бывает такое, что ваш стиль жизни и базовый гардероб, прям который классический, не подходят друг другу. То есть в каких-то элементах, да, они, скорее всего, подойдут, но, например, возможно, не всем нужны туфли-лодочки. Но просто человек, например, никогда не носит туфли по своему стилю жизни, по, возможно, каким-то физиологическим особенностям, чему-то еще, да, и так далее. Поэтому важно базовый гардероб подобрать именно под себя, под ваш стиль жизни. И что есть еще самое интересное? Помимо того, что вы составите базовый гардероб, который будет вам подходить, который между собой супер легко сочетать, который всегда выглядит хорошо, который находится вне сезонов. Уйма плюсов, правда? Важно, что на такой базовый гардероб вы можете, можно сказать, насаживать какие-то интересные, яркие, акцентные вещи. Например, давайте представим себе, что у нас есть белая футболка, например, есть классические джинсы прямого кроя, немножко такие светло-синие, и, соответственно, девушка, например, сегодня в таком немножко игривом настроении, хочется немножечко выделиться, и вот на этот базовый гардероб, который есть, должен быть практически у каждой, я очень надеюсь, что у вас все это есть, например, надевает красные, какие-нибудь такие вот прям ярко-красные лодочки, какое-нибудь интересное крупное ожерелье на шее и берет, например, в руки сумку какой-нибудь на формате, не знаю, Bottega Veneta, например. И, соответственно, этот образ смотрится совсем по-другому. Люди будут воспринимать такую девушку совсем по-другому, ежели, например, она бы совсем надела полностью базовые там джинсы, белая футболка, обычная черная сумка без каких-нибудь ярких деталей и белые кроссовки. Да, это тоже бы выглядело хорошо, но в целом, если бы девушка захотела передать именно более-менее спокойное настроение, более классическое, да, это тоже было бы окей. Но здесь нам, допустим, захотелось каких-то ярких деталей, нам захотелось, чтобы на нас смотрели, чтобы к нам приходило внимание окружающих. Соответственно, мы можем с легкостью на базу надевать, можно так сказать, какие-то определенные акцентные детали. Акцентные, потому что они, как правило, забирают весь акцент образа именно на себя. Также, раз мы с вами заговорили про базовые гардеробы, я проговорила то, что они могут быть, точнее, они должны быть разных у вас сезонов, а не один базовый гардероб на весь год, то, соответственно, здесь очень важно, чтобы вы вовремя перебирали свой гардероб. Здесь, соответственно, вы тоже можете делать это самостоятельно, если у вас хватает запала, чтобы перебрать весь ваш гардероб, либо, например, вы также можете обращаться к стилистам, которые вам это с легкостью сделают и переберут ваш гардероб именно по сезонам. Вообще, в целом, рекомендую перебирать гардероб раз в сезон, но если для вас это слишком часто, то можно хотя бы раз в полгода. Итак, зачем же мы должны это делать? Ну, во-первых, для того, чтобы очищать пространство. Да, как бы, возможно, эзотерически это не звучало, но в любом случае, в прямом смысле очищать пространство. Когда у нас наступает смена сезона, например, наступает лето, то, естественно, нам нужно из нашего гардероба убрать все зимние вещи. Во-первых, они будут занимать лишнее место, во-вторых, вам опять же будет казаться, что ого-го, у меня много вещей, а надеть нечего, но на самом-то деле это совсем не так, потому что, возможно, половину гардероба у вас занимают зимние вещи, а летних-то совсем чуть-чуть, и вы будете не понимать, а чего не хватает, а что есть, а что с чем можно надеть и так далее. Также нужно перебирать свой гардероб для того, чтобы вы могли понимать, а вещи, которые есть у вас сейчас в гардеробе, они подходят вашему внутреннему миру, вашему характеру на текущий сезон, на текущий момент. Например, если те же красные лодочки, вы можете на них посмотреть и решить, нет, наверное, красные лодочки уже не мое, я уже из них выросла, это уже точно прошлый век лично для меня, я найду что-нибудь другое. То есть таких вариантов может быть много, поэтому с точки зрения оптимизации и пространства, и оптимизации вашего гардероба, и лучшего выражения как раз-таки внутреннего через внешнее, очень рекомендую вам разбирать гардероб хотя бы раз в сезон. Также важно не бояться экспериментировать, потому что зачастую, когда иногда тоже мы работаем с клиентами, и мы работаем с какими-нибудь яркими, интересными цветами или интересными яркими принтами, которые, возможно, для меня лично не казались бы такими яркими, потому что я уже привыкла и к необычным принтам, и к цветам, но для некоторых людей, которые раньше с этим не экспериментировали, не пробовали, не интересовались вот этим, то, соответственно, для них это может быть иногда шокирующее, что-то новое, ого, нет, наверное, я к этому не готова, наверное, слишком рано, но не
бойтесь экспериментировать, потому что на самом деле, когда, если не сейчас? Попробуйте то, что никогда раньше не пробовали, ведь это так интересно, тем более, что вы можете как минимум сделать, например, это дома, никто не увидит, если вдруг вы переживаете, что, ой, господи, выйду на меня, там, люди будут все смотреть, и я буду чувствовать себя некомфортно. Попробуйте, посмотрите в зеркале. Также здесь, кстати, следующий совет, 9, сопряжен тоже с этим. Перед тем, как расширять свой гардероб или пробовать что-то новое, попробуйте просто примерить эти одежды в магазине. Вместо того, чтобы тратить свои деньги, покупать эту одежду, потом прийти домой и понять, нет, наверное, все-таки я к этому не готова, как-нибудь через год, через полгодика я достану, и вот тогда, наверное, будет самое то. Для того, чтобы не тратить деньги на ветер, это тоже важно, и не захламлять свое пространство, то просто вы можете пройтись по магазинам, либо прийти в какой-то один магазин и просто попробовать создать тот образ, который вы на ком-то видели, который вы хотите повторить, и таким образом вы просто померяете, посмотрите, вы можете себя сфотографировать, и затем вы можете оценить через какое-то время, через день, может быть, неделю, как вы себя вообще в этом ощущаете, как вы видите себя на картинке, нравится ли вам тот образ, который вы собрали, нравится ли вам та новая я, которую вы видите на фотографии, нравится ли вам принт, нравится ли вам цвет и так далее. Думаю, что вы поняли. И 10, последний пункт, завершающий, это то, что мы должны обязательно искать вдохновение и смотреть на каких-нибудь интересных людей, которые нам нравятся с точки зрения стиля. Это могут быть звезды, это могут быть какие-то артисты, это могут быть блогеры, это могут быть стилисты, это могут быть инфлюенсеры и так далее. Очень много различных людей, может быть, даже какие-то еще дополнительные есть профессии, которые я здесь не включила. В любом случае, здесь у нас с вами одно главное правило, что когда мы восхищаемся чем-то стилем, например, нам нравится, то обязательно сохраняйте себе эти фотографии и картинки, делайте либо скриншоты, сделайте себе на телефоне отдельный, например, отдельную папочку, где вы можете заносить эти все фотографии. Вы можете туда скидывать, и потом через какое-то время их просматривать. Так, вот здесь, например, у Кендалл Дженнер мне нравится, что она носит такой вот оверсайз жакет, она такая худенькая, у нас там с ней фигура вообще похожа, смотрится классно, да. Потом, еще, например, закинули там фотографию Хейли Бибер, например, да, еще кого-то. Накидали, посмотрели, и у вас собрался определенный альбомчик. Во-первых, это может служить вам, еще раз проговорю, вдохновением. То есть вы можете посмотреть, и вас это может воодушевлять. Вы можете захотеть, так, вот этот образ я сегодня точно составлю. Может, даже есть одежда похожая дома у вас. И второй важный момент, это здесь мы можем находить некие схожести, общности по факту ваших интересов в образах других. То есть, например, вы накидали огромное количество фотографий, и вы смотрите, ага, у нас сегодня на Кендалл, например, были надеты красивые туфли на высоком каблуке шпильки с открытым, например, мысом. И на Хейли были те же самые. Хорошо, интересно, запомнила. Потом еще посмотрели фотографии. Так, вот на первый надет, например, объемный оверсайз жакет, и на второй тоже. И на третий, на четвертый, на пятый. Хорошо, значит, я понимаю, что раз я сохраняла себе эти фотографии, и мне нравились их образы, это значит, что вполне вероятно, и скорее всего так и есть, что именно, например, вот эти варианты одежды, такой как оверсайз жакет, я хочу приобрести. Соответственно, вы выписываете себе те вещи, которые вам понравились, которые у вас совпадают по большинству фотографий, или это может быть принты, например, там везде у вас один леопард, да, наверное, все-таки уже пора. И также, возвращаясь к пункту 8, вы можете сходить в магазин, где продаются такие похожие вещи, примерить их на себя, посмотреть, сфотографировать, и все, что мы раньше проговаривали. На самом деле найти свой стиль не так сложно, но очень важно, чтобы у вас на самом деле было желание проделать вот эти все упражнения, про которые я проговорила, ответить на все эти вопросы, выписать все, что нужно, посмотреть, позапоминать, посохранять, походить по магазинам и так далее. То есть как раз-таки именно благодаря тому, что вы будете что-то делать, эмпирическим путем вы сможете понять, а что есть ваш стиль. Если вам понравилось это видео и вам было полезно, то ставьте обязательно палец вверх для того, чтобы я поняла, что вам точно было полезно. И не забывайте делиться комментариями, что вам было новое, возможно, что уже вы пробовали, может быть, у вас работают какие-то другие способы, про которые мы еще не знаем. Я желаю вам удачи в поисках своего стиля, искренне верю, что у вас все получится. С вами была я, Алина Галин, вы были на моем YouTube-канале Trend Division. Будьте красивы и любите себя.